Сегодня 10 июля 2025 года и всем привет из Одессы. Сегодня мы с вами приехали в одно из самых известных мест нашего города. Конечно же, это легендарный Одесский привоз. Посмотрим, какие сегодня на нем цены, ну и как, собственно, сами одесситы делают базар. Люди несут кукурузку просто мешками. Мы встретили наших зрителей из Италии, которые нас смотрят, представляете? Я не знаю итальянского языка, но нам очень и очень приятно. Можете попросить на итальянском передать какое-то пожелание всем? Bажаю всім українцям закінчення війни. Spero che questa guerra finisce presto, che non ne possiamo più, troppi morti e distruzione. Ok, grazie, spasibo. Спасибо большое. Надіюся, що війна в Україні закінчиться скоро, тому що дуже багато нервів. Ми дуже цього хочемо щиро, дуже на це чекаємо. Я вам дуже вдячна. Гарного дня, всього найкращого. Будьте здорові, до побачення. Дякую. Спасибо. До свидания. Решила зайти сегодня на привоз совсем с другой стороны, не как раньше. Сейчас посмотрим, продают ли сегодня раки, кукурузка. Видите, уже везде просто много. А какой цену кукуруза? По 25 гривен уже кукуруза на привозе. Просто супер. Спасибо большое. О, мидии. Посмотрите, раков сегодня нету. Есть мидии 200 гривен 1 килограмм. И очень-очень крупные. Есть немного мельче мидии по 150 гривен за 1 килограмм. И есть креветки. А в какую цену? Рачки? А, вы не знаете. Хорошо. Продавца сейчас нету. Но смотрите, 800? О, ну очень крупные, кстати. Достаточно крупные. Спасибо. Сегодня на привозе есть и раки. А в какую цену? 1500 и 1600 килограмм. Посмотрите, а эти крупнее? Ага. Сейчас покажу. А вот самые крупные 200 гривен за килограмм. Они прям такие достаточно большие. Посмотрите, какие крупные. А в какую цену? Креветки, рачки? 800 гривен тоже. Посмотрите, какие крупные. Кстати, это большая редкость. Все время гораздо мельче. Так, ну, а мы с вами идем дальше. И на привозе, как всегда, аншлаг. Помимо гостей города, здесь, я думаю, появляется еще очень много туристов, потому что привоз популярный базар в Одессе. И когда люди приезжают в Одессу, просто не могут его не посетить. Посмотрите, что делается. Людей сегодня очень и очень много. Как я уже сказала, в Одессе была тихая и относительно спокойная ночь, а это значит, что у людей появился аппетит. Посмотрите, что делается. Очень. И что я вижу? Появляется самое важное. Это, конечно же, арбузы. Арбузы, да, по 20 гривен уже за килограмм. Смотрите, какая красота и как классно оформили витрину. Вы хотите передать кому-то привет? Посмотрите, как... Это татарбунарские? Да. Татарбунар по 20 гривен. Это пока... Сладкие дыни сейчас, Сладкие. А дыни в какую цену? Дыни 65. 65 гривен, но видно, что это все полевое и наше украинское. Посмотрите, какие арбузы. Просто прелесть. Да, последний раз, когда я была на привозе, людей было гораздо меньше. Несмотря на то, что в Одессе жара под 40 градусов, все равно у всех сейчас хороший аппетит. Сейчас пойду дальше, посмотрим, какая рыбка, какие цены на овощи, на фрукты. Думаю, это, как всегда, вам будет очень интересно. Смотрите, какие дыньки маленькие по 40 гривен. Они очень маленькие, но, думаю, вкусные, потому что невероятно приятный аромат. А вот такие вот по 40 гривен. Совсем другой сорт. Здравствуйте. Все появляется уже сезонное. А вот, собственно, дыньки внутри такие. Тут по аромату чувствуется, что они очень вкусные. Смотрите, кукурузка. И вот совершенно другой сорт арбуза. Посмотрите, он такой овальный. По 30 гривен за килограмм. Спасибо.
Если вы прислушаетесь к шуму, то сразу поймете, что людей на привозе тьма тьмущая. Много. Просто много. У меня сегодня потрясающее настроение. И одна из причин, как я уже сказала, то, что в Одессе тихо, спокойно, потому что последние 2 месяца мы живем в постоянном стрессе. Может, получится хоть немножко у нас расслабиться. Спасибо. А в какую цену бычок? 250. По 250, спасибо. Вы посмотрите, какая свежая, замечательная рыбка сегодня на привозе. Филе толстолоба. А вот бычок даже для котов. В Одессе много котов, и для них есть бычок по 100 гривен. Судак свежий по 270 гривен за килограмм Вилково. Зрителям из Вилково большой привет. Вот судак помельче немножко по 200 гривен. Глоська, очень вкусная наша рыбка. Пишет, маленькая камбала, жарить очень вкусно. Сейчас спросим, какая цена. Извините, а в какую цену глоська? 250 гривен. О, классно. Мы только говорили за нашу черноморскую глоську с мамой и сырой, и вот я увидела классную и даже куплю себе. Еще вот, кстати, наша очень вкусная рыбка, бычок, зеленчак. Кстати, очень и очень свежий. Посмотрите, какой блестящий. А в какую цену бычок у вас? Лиманчик 200, море 250. А море 250. Смотрите, лиман тилигул. Вот так здесь и пишут, что жарить очень вкусно. И это действительно правда. Посмотрите, карп свежий речной по 150 гривен из Маяк. Появляются совсем разные сорты арбуза. Вот такой вот по 20 гривен. Говорят, очень и очень сладкие. Огурчики, посмотрите, какие свежие, по 35 гривен. Помидорки по 60 гривен. Так, лук сейчас по 25. Перец вот такой красивый, полевой, уже по 60 гривен. Кабачки по 20. И картошка по 25. Видите, арбузики появляются просто везде. В последний раз, когда мы были только в некоторых местах, а сейчас уже просто у всех на прилавках есть. И арбузы по 20 гривен. Это очень хорошая цена, потому что у нас возле дома по 35, по 25 я видела. Дыньки маленькие по 40, побольше по 60. Картошка по 25. Цены падают и на картошку, и на огурцы, и на помидоры. Помидорки по 70. Перец вот такой по 70. И есть помидорки по 60. Хороший выбор. Не могу передать, какой на привозе сейчас аромат свежей дынь. Продавцы разрезают дыни для того, чтобы покупатели могли пробовать. И это все так пахнет. Пахнет летом, пахнет июлем. Ой, и пахнет любимой Украиной. Класс. Все-таки какая у нас богатая страна. Идешь, смотришь на эти прилавки, просто разбегаются глаза. Так, пройдем по рядам, которые пользуются летом популярностью. Это, конечно же, тарань и бычок, сушеный к пиву, по 1000 гривен. Посмотрите, какой ассортимент сушеной рыбки. Вот с икрой тарань по 1200 гривен. А вот такая вот покрупнее по 1300 гривен. И лещ по 350. Камбала по 700 гривен. Туристы перед походом на пляж, ну не только туристы, одесситы, посмотрите, все под пиво приходят купить вкусную рыбку, либо рачки. Смотрите, какие делают установки с маленькими калибрами, чтобы отпугивать насекомых от продукции. Я такого даже не видела. Сегодня вот просто даже интересно за этим понаблюдать. Какая рыба-игла, это, по-моему, называется. Она просто длиннющая. Я даже не знала, что она может быть такой длинной. Смотрите, какая рыбка. Боже, как все блестит, какое все аппетитное. И что немаловажно, все очень вкусно пахнет. Если хотите что-то купить к пиву на привозе, такой ассортимент, что просто разбегаются глаза. Сегодня шикарный рычок на привозе. 100 грамм, 120 гривен. Очень и очень крупный. А вот еще крупнее по 150 гривен. А вот морской по 220 гривен за 100 грамм. Смотрите, что здесь можно купить. Я впервые такое вижу. Это сушеные рачки.
уже в коробочках. Сколько такая коробочка? Коробки полкило. Полкило. А так 100 грамм 150 гривен. 100 грамм 150 гривен. Отлично, можно сразу взять с собой на море. И даже есть сушеные мидии со вкусом чеснока. Посмотрите, какая шикарная черешня. По 200 гривен за килограмм. Но она просто шикарная. А вот по 300 гривен. Но она очень крупная. Не знаю, на камере поймете вы или нет. Так, ананасная абрикос. Черешня, помельче, по 180 гривен. Так, малинка начинает появляться. Извините, а в какую цену малина? 230 гривен. А? Помидорки просто по 80 гривен и по 70 гривен. Есть еще оранжевая по 80 гривен. Так, малина есть вот поменьше по 170 гривен. Голубика по 300 гривен за килограмм. Сейчас посмотрите, какой красивый персик по 180 гривен. Абрикоски по 120 гривен. Виноград без косточек 170 гривен за килограмм. А вот такой вот 150 гривен за килограмм. Так, огурчики по 40 и Измаил домашние помидорки по 60. Вы знаете, в этом году у нас в Одесской области реальная засуха. И несмотря на это, все равно цены понизились, хотя пугали, что они будут еще выше, чем сейчас есть. И сейчас многие люди начинают уже консервировать огурцы, помидоры, потому что переживают, что позже их просто не будет, либо у них будет очень и очень высокая цена. Это такие наборы для консервации, потому что, как я говорю, уже многие начинают консервировать огурцы и помидорки. И поменьше по 20, а побольше по 30 гривен. Все готовятся к зиме, потому что во время войны никто не знает, какой она будет. И от многих слышу, что люди делают консервации. Голубика в Волынь очень сладкая. Самая лучшая цена, которую я видела, 270 гривен. И вот тоже домашняя сладкая малинка по 170. Так, веники. Кому нужны веники, на привозе они есть. Сейчас пойдем в святая святых. Ой, смотрите, можно купить веник и попариться здесь. Как раз сейчас такая жара, что париться можно просто лежа на пляже под солнцем. Так, и первый раз вижу, что здесь не так много людей, как обычно, потому что жара, и хочется сушеной рыбки с пивом, арбузиков, черешни. А здесь зимой, конечно, вообще не протолкнуться, когда холодно. Ну, а какой цену сало? 250 гривен за килограмм. И вот такое по 150 можно купить. Ага, 250. Смотрите, какой ассортимент. А балычок? 670. Вот такое по 670 вяленое мясо. По 400. По 390 колбаска такая аппетитная. Почеревок по 330 и ребрышки. Какая прелесть. И вот даже домашняя запеченная колбаска. 330 гривен вареночка. Спасибо большое, хорошего дня вам. Кто сейчас жарит мясо на природе, к нему можно купить вкусный лаваш. 35 гривен 2 штуки. Это все очень вкусный армянский лаваш. Вот бездрожжевой по 38 гривен 5 листов, по 28 3 листа. И даже есть кукурузный лавашик. Смотрите, сулугуни абсолютно разных видов. Посмотрите, и даже подкопченный под пиво как раз самый раз. Сегодня яйца на привозе по 50, по 55, по 60 гривен. И самые крупные гулливеры по 85. Домашние по 80 гривен. Перепелиные по 55. Отборные по 60. Здесь, как всегда, просто огромный ассортимент. Здесь есть такие, как это сказать, масляные лавки, в которых делается натуральное масло. Если вы любите натуральные масла, то здесь их можно приобрести. Здравствуйте, я без вас, я просто... Ага. Так, есть горчичное масло, вот 440 гривен, такая бутылочка. Соняшник авалия. Так. Здесь еще есть кунжут в таких пакетиках. И, кстати, очень полезные семена чиа. В какой цене? По 92 гривны. А, 100 грамм 92 гривны.
96, да, 96 гривен чиа 100 грамм. Есть вот и семечки тыквенные, и даже спирулина. Вот в таких пакетиках. Можно вот так вот посмотреть. А в какую цену брынза? Овечья. Овечья по 280. А такая? Вся брынза по 280. И вы смотрите, как замечательно. Сразу упакованы в индивидуальные пакетики. Сразу взял, купил и пошел. Так, спасибо большое. Хорошего дня. На привозе вот соты, есть маленькие коробочки по 50 гривен. Кстати, очень полезная вещь. Побольше по 120 гривен, побольше коробочки по 200 гривен. Здесь гречневый мед по 100 гривен. Вот липа чистая, 100 гривен коробочка. Посмотрите, какой ассортимент. Есть и майский мед, акация и мелиса. Такой ароматный. Акация боярышник. Гречка, акация липа. Посмотрите, акация настоящий, вот светлый мед, такой, как он и должен быть. А посмотрите, какая продукция есть еще натуральная. Свечи. Есть пыльца лесная 2025 года. Вот таких бутылочек, как лесная, по 200 гривен за бутылочку. И есть перга. 100 грамм, 350 гривен. Свежая майская, пишут, и это очень и очень полезная тоже штука. А есть перга в сотах. 380 и 300 гривен за коробочку. Так, абрикоски по 80 гривен. Пишут мед. А это вишня. Вишня сейчас по 100 гривен. Вишни мало на привозе. Наверное, она потихоньку уже уходит. Абрикоска по 100 гривен. Здравствуйте. Кстати, персик есть даже по 70 гривен. Все можно найти и по хорошим ценам. Все ныли, говорили, вот, где же то лето, а почему такой холодный июнь? Сейчас июль, и вы не представляете, 11 утра и становится так жарко, очень тяжело ходить прям. Поэтому моя рекомендация: в такую жару всем нужно пить побольше воды, ну и, конечно, кушать наши полезные украинские фрукты и овощи. Чем позже становится не утро, тем больше людей. Я обожаю, когда на привозе много людей. Не в плане того, что мне комфортно, но всегда приятно видеть, как люди что-то покупают и как город живет. Маленькие вот такие баклажанчики даже есть по 85 гривен. Огурцы, ну такие достаточно крупные, тоже есть по 25 гривен. Так, кабачки. В среднем цена 25-30 гривен. Вот такие баклажаны уже побольше по 130 гривен. Картошка разных сортов по 30 гривен. Вот, все-таки чувствуется, что лето. Я не помню, чтобы здесь была эта сувенирная лавка, но поставили сувениры из Одессы. И посмотрите, все из Одессы. И какие чашки можно купить из любимого вами всеми города. Так, это моя пироженка, это я забрала глочку. Так захотелось глочку. На привозе можно попросить, чтобы ее почистили рыбку. Сразу мне ее и почистили. Поэтому будем обедать. Без покупок не обошлось. Только что видела картошку даже по 20. По 20 это вообще шикарная цена для молодой картошки. Она не очень крупная, но тем не менее. Смотрите, какие необычные помидорки по 110 гривен. А вот какие по 35. Так, малинка. Вот клубничка, даже сладкая, по 180 гривен. Малинка по 180 гривен, ежевика. Извините, а можно я вас без вас? Ежевика по 280 гривен, смородина по 130 гривен, голубика по 220. Вообще шикарная цена, еще такой сегодня не видела. Более крупно по 300. Шумно на привозе. Людей сегодня достаточно много, как для буднего дня. Это даже не пятница. И тем более не выходные, но тем не менее толпа сносит. Все перед морем решили подкрепиться. На пляжах Одессы, как вы видите, полный аншлаг. Люди съезжаются, никого не пугают ни тревоги, ни взрывы. Ну, а это, конечно, не может не радовать.
Потому что всегда приятно видеть, когда в Одессе много людей, когда город живет. Ну, а еще приятнее. И хочется желать этого, чтобы последующие ночи были такими же спокойными в Одессе, как последние пару дней. Потому что от этого сразу и настроение улучшается, и больше желания жить и радоваться жизни. Иногда зрители, которые хотят посетить Одессу, часто спрашивают, где же найти тетю Соню на привозе, потому что многие хотят сделать с ней фотографии. Тетю Соню вы можете найти в Рыбном ряду. Можете дойти, кстати, с Пантелеймоновской. Вот. И вот так вот проходите в эту дверь. Спасибо. И заходите в Рыбный ряд. И вон она сразу вас будет встречать наша тетя Соня. Вон. Ну а мы с вами это сделаем, потому что, будучи на привозе, нельзя пройти мимо этой прекрасной женщины. Посмотрите, ей снова надели бусы, и она теперь стала еще красивее. Вообще, по традиции, тетю Соню на удачу нужно погладить по носику. Но я вижу, люди придумали новую традицию, то ли люди, то ли только мужчины, и гладят ее по груди. Ну и привет вам всем от котика. В Рыбном ряду бычочки тоже по 220, крупнее зеленчак по 350, судачок по 180, дунайка очень вкусная, по 200 гривен штучка сейчас дунайка. И посмотрите, какая шикарная свежая кефаль по 350 гривен. Свежая глоська по 30 гривен, более крупная по 500. И камбала по 1200 гривен за килограмм. И посмотрите, какой здесь шикарный осетер, килограмм 600 гривен. Вот такую рыбку можно найти на привозе. Я зашла в Рыбный ряд и просто не могу с него выйти, потому что здесь работают кондиционеры и прохладно. Даже не хочется выходить на улицу. Люди на привоз все идут и идут. И если вы в Одессе, то обязательно приезжайте на Одесский базар и делайте вкусные и полезные покупки. До встречи в следующем видео из Одессы. Всем хорошего дня, а украинцев особенно тихих и спокойных дней и ночей. Пока-пока.